Ребята меня начали спрашивать, что взять с собой в путешествие на год. Я решил немножко поделиться. Я сейчас уехал в путешествие на недельку, но так получилось, что еще неделька, и вот уже год. То есть я планировал, на самом деле, всем в офисе сказал, что уезжаю на неделю. А сейчас меня уже практически год нет. И вот какие же вещи надо с собой взять. Вот, делюсь, не знаю, лайфхаки, не лайфхаки. Первое, должны разделить путешествие на неделю или на год. Чем оно различается? Ну, как минимум, это количество кэшем, да, то есть вам желательно на год взять, ну, кэша, не знаю, хотя бы $1000. Кэш это нужен не для того, чтобы его тратить, кэш нужен для бэкапа. То есть вы везде расплачиваетесь карточкой, которых тоже нужно иметь обязательно несколько, желательно несколько карточек с разными банками, желательно 3 карточки, все разного банка, еще желательно разные, там, Visa, MasterCard, Maestro. Вот. То есть это про карточки. Про деньги, я не знаю, просто вы посмотрите, сколько вам комфортно, если у вас обкрадут. Я с собой где-то старался $500 000 возить. Вот где-то у меня сейчас $500 осталось, больше я пока не снимаю. Брал с собой несколько тысяч, потому что кому-то может комфортно с $20 000 возиться, кому-то может быть со 100. Но имейте в виду, что бывают критичные ситуации, и в них помогает только кэш. Вчера, например, пробился там, шланг, и у меня из машины просто дизель лился рекой. И если бы не было у меня кэша, вряд ли бы мне кто-то спас. Вот. Или когда вы там стоите в середине пустыни где-нибудь, тоже карточкой там никто не расплатится. Вот. Дальше, чем еще различается? По поводу вещей. Конечно, вы не возьмете с собой шампуней на год, зато в этом есть свой какой-то нюанс. Попробуйте новые шампуни. Их нужно будет покупать какие-то, и зато вы сразу начнете разбираться в составах и во всем остальном. Вот. Дальше по поводу ботинок. Разумеется, когда вы едете на недельку, вам хватает 1-2 пар ботинок. Когда вы едете на год, неизвестно, что будет, поэтому вы берете летние ботинки, берете походные ботинки. Вот. По поводу одежды, например, я беру себе, ну, как бы я всегда по клиентам бегаю, так я беру какие-то casual одежду, беру минимально casual одежду, там 2-3 варианта, беру с собой какие-то легкие ботиночки, легкие эти самые какие-то одежду, беру с собой точно так же термобелье, потому что неизвестно, где будете спать. Например, я в Африке начинал с ночью плюс 23, а сейчас ночью в Африке плюс 6. Вот, и в палатке спать все-таки холодновато. Вот. Дальше переходим к следующему. По поводу чемодана. Я очень вам рекомендую иметь очень хороший чемодан, потому что почему нужен хороший чемодан? Хороший чемодан вы не возите с собой килограммы. У меня, например, этот Samsonite, он, по-моему, 1,5 килограмма весит, и в нем можно вложить 23 или там 20-23. То есть желательно забивайте чемодан до 20 килограмм, потому что у вас всегда всякие там вещи нужно будет покупать, выкидывать, что-то изнашивается, какие-то фрукты купить, что-то перевезти там. И поэтому, если у вас будет чемодан тяжелый, 5 килограмм, вы всегда с собой возите минус 5 килограмм. Ну, поэтому лучше всего иметь легкий чемодан. Очень рекомендую. Говорю, Samsonite, у них, по-моему, гарантия там что-то 10 лет. Мне уже несколько раз по гарантии что-то там делали. Вот. Теперь переходим к самому главному. Самое главное... и, конечно же, еще сразу проходите там какие-то health-чеки, потому что, ну, где-нибудь в Африке или там, не знаю, в непонятных странах чинить себе зубы — это плохо, да? И когда вы год путешествуете, вы должны быть уверены, что год вам не нужно будет доктора, да? То есть вам не нужны будут зубные и все остальные, поэтому там, как говорится, техническое обслуживание лучше пройти просто там, ну, на всякий случай, вот. Прививки, наверное, тоже вам позаботьтесь, потому что делать прививки в африканских странах, поверьте, это мало радости, и там какой-нибудь идиот из-за какой-нибудь маленькой галочки может вам отказать в прививке или взять за нее дороже, чем в Эмиратах или в вашей стране. Вот. Точно так же теперь переходим к самому главному, наверное, это денежки. Сколько с собой взять денежку? Ну, самое главное, это не сколько вы с собой денег возьмете, а сколько вы... По мне, если вы путешествуете год, у вас должен быть какой-то кэшфлоу. Кэшфлоу должен быть положительный, то есть вы в месяц должны тратить меньше, чем зарабатываете. Это нужно как-то обеспечивать. Вот. Я поэтому с собой вожу компьютер. Я с собой везу самую лучшую аппаратуру, которая мне только может быть. Это Dell монитор 24 дюйма. То есть я его вожу, он весит 5 килограмм, но мне большой кайф за ним работать. У меня 15-дюймовый ноутбук. Asus — это самый легкий в мире ноутбук, 15-дюймовый. Вот, подставка для компа, чтобы он красиво стоял, ну, высоко, чтобы не надо было нагибаться, так вот, сутулиться. Супер мышка. И супер мышка, конечно же, там
Razer. Это самая лучшая геймерская мышка и, конечно же, самые лучшие noise cancelling наушники для того, чтобы вы могли где-нибудь сесть в Starbucks работать и никто вам не мешал. Вы могли, по крайней мере, слышать все, что вам говорят в наушнике, и если вы включили тихую музыку, в принципе, вы не слышите, что происходит снаружи. Вот. Ну и, конечно же, решиться на все нужно. И что с собой еще взять? Ну вот, наверное, это и все. И, конечно же, да, еще самое главное, вам нужно все делегировать. То есть вам нужно подумать, кто будет в вашей квартире проверять счетчики, что будет делать адвокаты на судах, когда вас будут представлять. У вас же там тоже, не знаю, как у вас, но у меня, по крайней мере, всяких там кейсов есть. И с адвокатами, чтобы адвокаты имели полные полномочия все делать. Дальше вам желательно, если вы там директор, вам нужно делегировать все и юридически, и как бы, не знаю, по факту. То есть по факту люди должны принимать решения, когда вас нету, какие-то. И чтобы, если там случился ахтунг, чтобы они могли быстренько все решить. Но, а также они должны юридически иметь возможность что-то сделать. Например, кого-то уволить, взять на работу. Например, пока меня не было, у меня поменялся 2 продукт-оунера, в принципе, это как такие как бы не юридические директора. И еще заместитель директора поменялся. То есть полный джекпот. В офисе работает треть людей, которых я не знаю. Точнее сказать, ни разу в жизни не видел. Вот. И так вот сейчас все происходит. Но об этом лучше желательно тоже готовиться заранее. Я просто знал, что когда-то пойду в долгое путешествие, и к этому всему по чуть готовился. Уехал, на самом деле, на недельку. И так получилось, что еще неделька, потом месяц, а потом что возвращаться в свою страну, если там все эти короны и все остальное. В Африке все равно как-то, видите, без масок и людей нет. Вот. Поэтому, ребят, путешествуйте. И вот, наверное, такой основное, что нужно было взять с собой. Ну, конечно, иметь лучше всего ножик. Конечно же, еще, наверное, нужно иметь, если телефон, то нужно иметь несколько пауэрбанков. Это обязательно, просто обязательно иметь несколько пауэрбанков. Неизвестно, что может случиться. Вот. Они у меня всегда полностью заряжены, я ими никогда не пользуюсь. Но раз в месяц бывает, там, что где-то встали, у машины аккум разрядился, а вам где-то холодно ночью, и, в принципе, связь, последняя надежда на связь — это ваши смс-ки родным, на которых у вас, конечно же, севший телефон. Поэтому пауэрбанки помогают. Вот. Также не забудьте скачать несколько онлайн-карт, потому что у вас должен быть скачанный Google этой страны. Если, естественно, вы долго путешествуете, вы можете перед каждой страной скачивать следующую страну. Просто на Google есть функция офлайн карты. А также очень сильно рекомендую скачать какой-нибудь OpenStreetMaps. Это как бы технология, а ей там может быть City Maps to Go или куча других приложений. Единственное, что когда будете скачивать, смотрите, чтобы они работали в офлайне. Потому что, например, я пользуюсь City Maps to Go. Она сейчас в последнее время очень упала в качестве. Но она раньше очень круто работала в офлайне. Сейчас она в офлайне работает, если есть Wi-Fi. Тупая штука такая вот. Чтобы вы могли, когда нету никакой связи, вы могли спокойно пользоваться несколькими электронными картами. Вот, естественно, несколько имеет всегда проводов, переходников для компьютеров. Это просто must-have. И я, естественно, с собой еще такой ножик хороший вожу. Как бы такое, знаете, святое. Ну, наверное, больше ничего не нужно. Да, и еще, если уже уезжаете, посмотрите свой срок действия паспорта и права. Потому что права менять, например, в путешествии на самом деле очень неудобно, сложно. Да и карточки заказывать, присылать тоже очень неудобно. Ну и не забудьте, что если прям все очень плохо, всегда можно с кем-нибудь родным где-нибудь встретиться или просто пойти что-то купить. Это тоже, скажем, daily tasks. Вот. По поводу там нижнего белья я с собой вожу всегда не на неделю, потому что неделю можно спать в каких-то кемпах, потом заселился в отель на пару дней, все дела отошли, все в интернет зааплодил, все отдал в стирку или сам постирал, и в принципе ты, как говорится, можешь дальше, готов к следующему путешествию. Вот, это из того, что взять. Вот, ребят, путешествуйте и надеюсь, с вами увидимся в каких-нибудь классных странах. Пока-пока.